дорогие друзья! Меня зовут Виктория Андерсон. Я специалист позитивной психологии, женский коуч, основатель школы осознанного питания Nordic Balance и диетолог. И сегодня я рада вам представить одну из выпускниц школы Nordic Balance, которую зовут Наталья. Мне очень и очень приятно, Наталья, тебя видеть у себя в гостях. И очень интересно услышать твое мнение о том, что нового ты подчеркнула для себя в нашей школе Nordic Balance, как ты сюда пришла, как ты вообще нашла меня и Nordic Balance. И еще я хочу сказать одну очень такую важную ремарку. Наташа, она врач-ревматолог. И поэтому для меня особо важно услышать твое мнение как врача. Как ты можешь оценить свою жизнь в Nordic Balance и со мной? Здравствуйте, дорогие участницы группы и ученицы, и тот, кто еще сомневается или думает стать ученицей Виктории. Я с удовольствием пришла в гости к Виктории. Сегодня у нас с ней заключительная встреча, но я надеюсь, что мы будем видеться и дальше. Конечно. Как я пришла к Виктории? Это был Facebook, это была информация о Nordic Balance. Но, наверное, каждый ученик находит своего учителя, когда он готов учиться и что-то сделать с собой. Для меня всегда было важно, как я выгляжу, естественно, и в каком я весе нахожусь, несмотря на то, что я врач, которая должна знать все о своем теле. Но здесь, наверное, иногда не хватает времени, терпения, и потом больше мы заняты настоящей медициной, чем другим. Я всегда придерживалась здорового образа питания, здорового образа жизни, но лишние килограммы всегда присутствовали. Скорее всего, это были стрессы, которые были до этого, потому что, когда я приехала в Данию 22 года назад, я была вот в этом весе, как сейчас, 63 килограмма. Но очень быстро, наверное, тоже многие из вас это пережили. Другое питание, большой стресс, нагрузка, другая культура. И я очень быстро набрала свои килограммы и была 73. И практически все оставшиеся годы, 20 лет, мне хотелось вернуться в свой вес, но мне так и не удавалось. Это были различные диеты, это были различные ограничения. Летом удавалось похудеть до 68-69 килограмм. Зимой они опять приходили. И было принято большое решение в моей жизни в мае месяце, когда мне исполнилось 60 лет. И я решила, что, наверное, надо что-то изменить в стиле жизни, что-то я делаю не так. И вот таким образом вот на все эти мысли и пришла школа. Я пришла в школу Виктории. Еще, как врач в моей семье, я могу сказать, что у всех женщин в моем роду, по женской линии, по материнской линии, у всех диабет. После 60 лет, 62 лет. У меня дочь, у меня 2 внучки, то есть они тоже унаследовали эту генетику. И я решила, наверное, надо что-то сделать мне, чтобы прервать это или показать моим девочкам, которые идут за мной, как можно что изменить и что сделать. Несмотря на то, что я врач, несмотря на то, что я все, с чем я столкнулась в этой системе, когда-то слышала, может быть, быстро и поняла, и подумала, и приняла, но вот все воссоздать воедино и найти время для себя, и найти коучинг, найти человека, который бы с тобой шел по жизни, потому что одному это сложно сделать. Я вот сейчас смотрю, оборачиваясь назад, прошло 2,5 месяца, и я вижу, что, наверное, одна бы я не прошла столько, потому что было много сомнений все равно, несмотря на то, что я врач, несмотря на то, что я знаю хорошо физиологию и так далее, все равно были сомнения, все равно, особенно с теми традиционными знаниями или установками, или традициями, которые нужно было сломать и отойти от них.
Ну вот что я такого нового для тебя открыла? Вот что ты для себя почерпнула, и что было такое удивительное, чего ты раньше не знала? Удивительно то для меня, что оказывается возможно вернуться к своим первичным рефлексам или к саморегуляции организма, потому что наш организм это Да. уникальная система саморегуляции. Но мы в связи с нашим воспитанием, с нашими стрессами, традициями, перееданиями, мы потеряли эту саморегуляцию. И для меня это было открытие вновь почувствовать, что такое чувство насыщения, когда оно приходит, что такое чувство голода, какой голод бывает. То есть такие вроде все простые аспекты, простые ситуации, но это было снова открытие. Что такое ощутить новый вкус сладкого или кислого, или для меня было удивительно, что я первые 2 месяца вообще не смогла смотреть на сладкое, хотя я человек, который без шоколада жить не могла и без пирожных. Удивительно, но теперь это возможно. Теперь это возможно, и для меня это было... Я не могла себе сама поверить. Причем, когда я пришла к Виктории, я говорила: Виктория, 1,5-2 килограмма, больше мне не надо, главное, чтобы был стабильный вес. И что мы теперь умеем? Давайте послушаем. Да, на сегодняшний день минус 7 килограмм. По первости, наверное, был какой-то контроль, хотя мы говорим, что это осознанное питание, что надо отпустить, но это был контроль, чтобы изменить стиль жизни. Наверное, только это требовалось, чтобы понимать, но это дало свои плоды, и такого наслаждения в своем отпуске я давно... Не то, что давно, я просто его почувствовала по-другому. И поэтому самая, конечно, большая задача или большая цель этого курса, лечения или коучинга – это возвращение к себе самой. К себе любимой. К себе любимой, возвращение к своим инстинктам, возвращение к своей интуиции, к своим мыслям, потому что настолько тело стало много рассказывать о состоянии, много говорить, подсказывать. Ну, то, что я говорила изначально, давайте слушать свой организм, он вам все расскажет. Вот самое умное, что у нас есть, это наш организм. Да, это процесс саморегуляции, и если ваши внуки, ваши дети еще обладают этим свойством слышать себя, слушать и понимать, что им надо в данный момент. Не губите это, не заставляйте, не прессуйте. Я совершенно изменила отношение к еде своих внучек. Раньше должно быть все, что на тарелке лежит, чтобы ты доела. Нет, ты из-за стола не выйдешь. Сейчас нет. Не хочешь, все, оставила. Все правильно. Во всем должна быть гармония. Недаром моя компания, наша школа называется Nordic Balance. Nordic, потому что мы живем в Скандинавии, а balance – это гармония. И, конечно же, цель всей этой системы осознанного питания – найти гармонию со своей душой и со своим телом. Да. И какое же это счастье, Наташенька и все мои дорогие ученицы и ученики, видеть вас радостными, счастливыми, именно в гармонии с самими собой. Это дорогого стоит. Я свою работу просто обожаю и вас всех очень и очень люблю. Спасибо, Наташенька, за то, что ты полюбила себя, за то, что ты доверилась мне и поверила в себя и в свои силы. Я счастлива твоим результатом. И плюс, помимо всего, Натальи муж Фин, он тоже похудел. Да, на 7 килограмм. На 7 килограмм. То, что я говорю, девочки стройнеют, но рядом мужья, так как Катя, у тебя, Фин, видишь, как все тоже. Но я еще должна добавить, что у меня муж тоже врач, анестезиолог. И что касается... Он был очень скептически настроен, когда узнал, что я занялась коучингом и изменением стиля жизни в еде конкретно, потому что это нельзя назвать диетой. Нет, это не диета. Это не диета, нет. Это целая система. Система, конечно, психологического мышления, положительной психологии, другого отношения к жизни, к себе, к еде и так далее. Но постепенно он тоже заразился этим, видя уже результаты, восхищаясь этими результатами.
Теперь он приходит сам, что мужчины не любят взвешиваться. Они смотрят за своим весом по количеству дырочек на ремне. Но тут мы уже купили специальную машинку, чтобы делать эти дырочки, и их появилось больше и больше, и, скорее всего, нам скоро придется менять гардероб обоим. Ну, на что мы легко сказали, у нас есть на это время и деньги, поэтому мы это сделаем только с удовольствием. Здорово. Вот. И однажды, или на прошлой неделе, моя одна подруга позвонила, говорит: Наташа, как твоя диета? Я ей сказала: это не диета, я уже в новом стиле жизни. Вот, и мы встречаемся в среду, идем в ресторан, так что они увидят уже результат. Новую Наташу. Новую Наташу. Очень рада тебя видеть сегодня здесь у себя в гостях и слышать твое мнение, которое именно для меня настолько дорого. Вот я очень люблю работать с врачами, ты знаешь, да? И это прекрасно, когда я вижу этот результат по тебе. Ведь ты же, когда пришла ко мне, у тебя был список того, что ты ела. Я никогда в жизни никого об этом не прошу. И когда я увидела, что ты голодала через день, да. Я говорю: Наташа, ты же врач. Как же можно? Как же можно себя мучить? У тебя после голодовки минус 1,5 килограмма, на следующий день у тебя плюс 600 килограмм. Вот какие бывают чудеса. Мы от этого отошли полностью. Я запрещаю голодать, я запрещаю взвешивать еду, я запрещаю считать калории. Я заставляю вас себя любить, выбирать себя и слушать свой организм. Вот, и вся система идет очень естественно. Да. Это приятно, потому что ты сам выбираешь, что тебе есть, когда тебе есть, сколько тебе есть. И набор продуктов, которые у вас всегда огромный, имеется, всегда есть и под рукой. И даже если вам хочется очень сладкого, вы тоже это можете. Конечно же, Виктория научит кушать сладкое тоже. Вот, это тоже было удивительно, но мне его не хочется. Да, вот видишь, как здорово. Потому что я свою систему выстраивала таким образом, чтобы она была приемлема для всех. Я сама в бизнесе всю свою жизнь, я сама постоянно езжу по командировкам, я знаю, что такое бизнес-лаунчи, вип-клубы и так далее, и я никогда не хотела себя ставить в эти какие-то рамки, границы. Я хотела получать удовольствие от жизни, я хотела ездить в отпуск. То, что я как бы воплотила в эту систему, вы все это имеете. Пьете вино, кушаете сладкое, меняете что-то у себя в голове, мы вместе это делаем, и вы получаем удовольствие от жизни. Жизнь прекрасна, удивительна. И, дорогие друзья, как всегда, я хочу закончить наше интервью на такой золотой фразе, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Да. Правильно. Так что выбирайте себя, будьте здоровы, счастливы. И большое вам спасибо за то, что вы сегодня послушали нас с Наташей. Спасибо, Наташенька, тебе за твои теплые слова. Они мне очень-очень дорогие. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всех вам благ. Будьте живы, здоровы, любимы. И любите себя, и будьте любимы также. Будьте счастливы. До свидания. Виктория и Наталья. Пока.